трахаюсь с 3 гномами, я не знаю, и Белоснежкой. Мне сказали: "Сколько языков ты знаешь?" Я сказал: "Русский, французский". Скажи что-нибудь по-французски. Так, бля, давай мы в эти игры не играем. Я сказал, что я знаю, значит, я знаю. Я понял, что я хочу жить. Я не хочу умирать. И я знаю, что всегда можно найти выход. Я люблю в жопу ногу сувать. Всем на первом свидании. Сразу сходу. Я проебался. Я обосрался. Вот. Жижечкой. И не фантазийный в этот раз, а for real обосрался. Всем привет! Меня зовут Наташа Васильева, и с вами снова подкаст «Сразу в президенты», где мы обсуждаем вопросы поиска работы и иммиграции в США. Сегодня необычный эпизод. Я поговорила со своим собственным мужем Юрой. Я надеюсь, что вам будет интересно послушать этот разговор, потому что его история необычная. В ней были и хорошие моменты, в ней были и неудачи, о которых Юра рассказывает искренне. Не буду вас больше задерживать, и приятного просмотра! Юра, привет, представься, расскажи немножко о себе. Я Юрий Васильев, муж особый, сидящий от меня справа, жена. Женаты мы уже больше 10 лет, вместе больше около 14 лет. Я работаю проект-менеджером, также пишу музыку, книгу, разные проекты, как хобби. И в целом доволен своей жизнью. А расскажи немножко, как мы попали в Америку и сколько мы уже здесь. Но я лично ничего не делал, чтобы попасть в Америку. Итак, дисклеймер. Я просто родился в Казахстане. В нужное время, в нужном месте. Наташа подавала документы на грин-карту, и с 4-й попытки мы выиграли. Вот. И я был крайне удивлен, думаю, как и она. Вот. Какой еще вопрос был? Сколько мы здесь? Сколько мы здесь? 2 года. Чуть больше, чем 2 года. Окей. Ты упомянул, что ты родился в Казахстане. Расскажи вообще о своем детстве, чем ты занимался, о чем мечтал, каким ты был ребенком. Хороший вопрос. Я вырос в семье, с чьим наследием я борюсь до сих пор. Я бы так это назвал. То есть в какой-то момент времени я был убежден, что моя семья это вот то, что это ролевая модель, которую стоит следовать. А потом, как падение Олимпа произошло, что я стал разочаровываться в своих близких родственниках, и для меня падение авторитета было каким-то кризисом среднего возраста, через который я прошел. Вот, вырос я в семье рабочих средней специальности, которые считали, что трудом можно добиться всего. Исключительно трудом. То есть я так не считаю. Я считаю, что трудом можно добиться среднего уровня достатка, среднего уровня жизни, но вот всего ты точно трудом не добьешься. Из своего детства, наверное, такие главные моменты – это школа, лицей, за который мы родители платили деньги, что для меня тогда было удивительно в Казахстане. Ну, то есть я не знал существования частных школ, видимо, классических западных частных школ, интернатов или просто частных школ, где люди, там, не знаю, $2500 платят в месяц. Для меня это было, наверное, $100 в месяц, типа, вау, это престижно. Ну, я был пиздюком, как бы, чего от меня ожидать. Вот, и школа, лицей, где были замечательные преподаватели, интернациональный состав, много корейцев, казахов, русских, немцев, и не было абсолютно никакого расизма, что было по нынешним меркам чем-то вообще. А я не представляю, как это возможно было, но расизма вообще никакого не было. Меня булили 1 раз за 5 лет. И буллинг был в смысле меня толкнули. И для меня это был буллинг. Я типа, ого, вот это сейчас что было? 1 раз. И в школе той ценности были какие? Отличники не считались какими-то конченными задротами, над которыми нужно издеваться. Они, наоборот, считались чем-то достоянием школы, чем-то крутым, которым все хотели быть отличниками. Ну, по крайней мере, я был в кругу отличников, потому что все хотели быть как я. Как на самом деле не было, как на самом деле было, я не знаю, но мне пока не было вообще охуенно. Вот. Потом, когда мне было 10 лет, вокруг меня взрослые стали почему-то умирать. Неожиданным образом. Вот. Кого-то убил один заказной убийца, кого-то, возможно, этот же, а возможно, другой. В общем, стало небезопасно. Уровень расизма к русским не в моей школе, а в принципе вырос достаточно, значительно. И как бы так, если оглянуться на прошлое, скажем так, историческое, СССР из стран СНГ, как бы, можно сказать, и не удивительно. Вот. И какой-то момент, когда стало уж совсем небезопасно, совсем-совсем небезопасно, когда уже там близкие друзья стали поговаривать о том, что пора сваливать и прочее, мои родители тоже поняли, что пора уезжать. Ну и плюс еще половина родственников уже уехала в Россию. И мы переехали жить в Белгородскую область. Хороший выбор, блядь. Охуительный выбор.
могли поехать в Москву, но поехали в Белгородскую область. А почему поехали в Белгородскую область? Ну как же это ты поедешь в незнакомое место, где нет родственников и друзей? Как же ты там устроишься? Как же ты там устроишься? О-хо-хо. Ну я дважды как-то устроился. Вот. Можно сказать, даже трижды. Один раз в Москву, когда переехал, не было никого там. Ну, были знакомые одноклассники, но это такая хуйня, короче. Вот. Потом в Литву, потом сюда, в США. Меня это не останавливало. Но моих родителей это останавливало. Ну, как говорю, наследием я борюсь, как бы. Ну, не то, что я успешно его поборол, но некоторые вещи всплывают все-таки. Да уж, история. Слушай, а скажи, чем ты увлекался в детстве? В детстве чем я увлекался? Что здесь написано? Я-то, в отличие от нее, могу читать запись, правильно? Сложно вспомнить, да? Я просто читать не умею, видимо. Это сложности с чтением. Здесь написано, что в какой-то момент времени я был убежден, что если ко мне подойдет дьявол и предложит мне в обмен на мою душу обменяться на примерно то, что я сейчас есть, как человек, я бы согласился. То есть я вот поймался на такой мысли, что да, я примерно в детстве хотел быть тем, кто я сейчас есть. Чуть более успешным, конечно, но еще впереди все, но примерно вот это то же самое я и хотел. Ты имеешь в виду музыкой заниматься? Ну, и вообще петь? быть человеком таким, и музыкой заниматься, и быть вот state of mind, вот примерно таким я и хотел быть. А таким это каким? Свободным? Охуенным, как минимум. Вот, как бы свободным. Это наследие вот того или иного там. Пропаганды, от того, что срали в мозг в детстве, Ты об этом задумывался ребенком? в том числе, да. Вау. Да. Ну, то есть ребенком в смысле 14-15 лет, 17 лет ты ребенок же? Ну, в том В числе, том да. числе, да, подросток. Ну да, подросток. Я сейчас, наверное, говорю, скорее всего, о подростковом возрасте, не совсем о ребенке. В подростковом возрасте, в смысле, в детском возрасте примерно там с 10 до 14 лет я хотел, чтобы меня не оставили в покое, блядь. Я занимался эскапизмом, увлекался эскапизмом и желанием найти человека для спаривания. Собственно, вот чем я занимался большую часть времени. А эскапизм это были фильмы и игры? Книги, игры, фильмы, сериалы, мультики. Фантазия в меньшей степени. Просто вот погружение в чужое творчество. Вот, чтобы уйти от реальности. Потому что, когда я переехал в Россию, я столкнулся с настоящим миром и понял, что не все школы одинаковые, бывают совершенно ебаные школы. И люди тоже бывают очень ебаные. Не те, которые хотят тебя убить за то, что ты русский, а вот просто, ну, в смысле, я говорю про Казахстан. Я лично с этим не сталкивался, но из-за того, что вокруг меня все об этом говорили, мне было довольно страшно. Ну, это вот. При детях об этом говорили? Не при детях, а детям. Помнишь того, вот один раз ты увидел, вот его утюгом запытали вместе с матерью в подвале их дома и убили. А зачем это детям рассказывали? Ты меня спрашиваешь? Да. Мне кажется, не тому человеку вопрос адресуешь. Ну, может, ты знаешь или имеешь Ну, какую-то догадку? я догадываюсь, ну, моя там, from the top of my head, pun intended, head, нет, не head. Вот, людям было хуево, нужно было куда-то слить, терапевтов не имелось, а ребенок был прям здесь. Ну и плюс ему сказать, чтобы он, типа, особо не рассчитывал на сладкую жизнь, блядь, я не знаю, чтобы быстро познакомился с реальностью. Если хочешь, позвони моей матери, ты телефон знаешь. Как бы, или отцу, Вау. матери больше. Окей. Хорошо, ты начал рассказывать про свою новую школу в Старом Осколе, в Ну, Белгородской типа, области. вопрос был, чем я увлекался. Я объяснял, почему увлекался эскапизмом, а не чем-нибудь другим. Почему я не пошел в музыкальную школу, например, которая мне так хотелось. Хотя это, наверное, было логично. Типа, мама, можно я пойду, пожалуйста, в музыкальную школу? Потому что мне очень хочется петь или там играть на музыкальном инструменте. Да? А петь ты пел маленьким ребенком, правильно? Да, я пел. Ну, не суть. В общем, как бы, чтобы не запутать слушателей, зрителей. Когда я переехал в Старый Оскол, для меня жизнь вся поменялась. В Белгородскую область. Вот, можете погуглить. Если я жил в Казахстане, у меня было практически все, что я хотел от жизни. Ну, кроме того, что меня мать доебывала, но это у всех так, как бы, вот, как мне кажется, у большинства людей. Все, что ты хотел в материальном плане или в Нет, все, каком что я хотел, вот у меня... Нет, не все, что я хотел. Это неправда. Если бы у меня было все, что я хотел, я бы не мучился ебучем велосипеде, который никак подарить не могли, и роликовых коньках. Кстати, удивительно, такая вещь, до сих пор вспоминаю. Типа, ну, тут, конечно, без бэкграунда, без дополнительной информации тяжеловато будет объяснить. Мою семью, когда мне было 2 года, моему брату 11-13, мою семью ограбили. Было разбойное нападение, где чуть не убили отца, не изнасиловали мать, и нас всех не порешили.
Вот, это не случилось, потому что, как я понимаю, как мне рассказывали, главарь банды, рейда, грабежа, он сказал, что нам не нужны трупы. Вот. Видимо, не хотели, они пришли сюда грабить, а не убивать, видимо. Хуй его знает. Почему-то других это не останавливало. Вот. И это, соответственно, привело, в смысле, к ПТСД у всей семьи. Вот. Хуже всего было, наверное, моей матери. Наверное. Почему я так думаю? Потому что она больше всех об этом говорила. Отец просто у меня молчаливый, в принципе, как и брат. Они друг друга два сапога пара. А мать у меня любительница все это вот переварить. Точнее, даже не то, что переварить. Переварить, я не знаю. Просто вывалить, я бы сказал. Вот. И из-за того, что она была... она до этого, как мне рассказывали, она была относительно нормальной, менее тревожной, а после этого пиздец. Она просто... человек тревожности. Так вот, я хотел, как все нормальные дети, кататься на улице на велосипедах, это было довольно весело, там, на коньках, скейтборд, ну, что-нибудь вот не во дворе. А меня не пускали, потому что мать боялась, что что-то случится. Соответственно, единственное, что мне оставалось, чтобы получить эту свободу, да, это кого-нибудь обменивать, бартером заниматься. Я тебе пострелять свои воздушки дам или там пистолетика китайского, помните из детства, с пульками, которые пластмассами стрелял. Не воздушка, а воздушка это все-таки немножко другое. А я велик там на 10 минут стрельну. Вот, пока он там стреляет 30 пулек. То есть я все равно находил способы. Я научился кататься на велосипеде не на своем. Меня научили, по сути, кататься не отец, а вот соседские эти ребята. О чем я все-таки говорил-то? Ты говорил, что у тебя не все было, что ты хотел. Да, вот. Но при этом у меня была нормальная школа, у меня были более-менее нормальная социализация в школе, в смысле с одноклассниками, хотя в силу того, что моя мать была слишком тревожная, я за 5 лет школы был в гостях у одноклассников, ну дай бог, раза 4, что мне кажется какой-то полный пиздец. Ну да, наверное, это очень мало. 4 раза, по разу в год, типа там, грубо говоря. Ну да, я явно была больше в гостях у одноклассников в детстве. Просто там, не знаю, родители ходят. Ну да. То есть я был в гостях там у других детей, да, которых я знал, что они там, меня взяли, и мы поехали все вместе в гости к кому-то там, друзьям родителей. Но тем, кому я хотел, те дети, которые мне нравились, я был там 3-4 раза. Вот. Понимаешь? Понимаю, да. Вот. А когда я переехал в Старый Оскол, я узнал, что такое настоящая жизнь, про законы улицы, узнал тоже про то, что школы бывают плохие, учителя бывают плохие, другую сторону монеты. Детство узнал. И вот до того момента, когда я сказал, что я бы хотел обменяться, я думал об этом, действительно думал, вот неплохо бы сейчас, когда дьявол пришел, я бы душу отдал, получил, что хотел бы, нахуй, все, конец. Меня все устраивает. Вот. Или там, не знаю, я узнал о клубе 27, и узнал, что вот 27 устраивает меня, клуб 27, отлично все. Про то, как умирают известные личности, музыканты 27 лет выпиливаются, либо с ним случается какая-то трагическая смерть. Кекис, тем не менее. То есть ты хотел бы прожить классную жизнь и умереть в 27 вместо того, чтобы жить какую-то унылую? Лет 15 подошел бы, 14-15 лет он не подошел, я бы крепко задумался. Если это был бы какой-нибудь, если бы это было правдой. Блядь, чем мы об этой мистике разговариваем? А скажи мне, как ты думаешь, тебя как-то поменяло серьезно вот этот переезд из Казахстана в Россию? Тебя как человека? Ну, конечно. Если я был там каким-то более-менее жизнерадостным, там, каким-то там ребенком, который хотел чего-то добиться. В то время я думал только одно. Я хочу дожить до конца дня. Вот что мне хотелось. И все. Я хочу, чтобы я дожил до конца дня, пришел домой и мог спокойно почитать книжку, поиграть в компьютерные игры. И поиграть в Лего. Вот все остальное, мне похуй было в основном. Значительную часть времени. Я просто не хотел идти в школу. Это как в тюрьму ходить. Мне неинтересно было. Я был очень сильно заинтересован в учебе. Я вставал, 5-6 часов утра, делал уроки сам. Меня никто не заставлял. В Казахстане. Меня никто не заставлял. Мать мне помогала учиться, она не заставляла меня учиться. Я вспомнил. Блядь, как я мог забыть. Я прошел через нихуевый буллинг в садике. Прям тотальный пиздец. И вот там я знал, что такое расизм впервые. Вот там-то я узнал. Но в школе я про него забыл. Как страшный сон. Но про расизм по отношению к русскому я узнал именно в садике. И там было довольно ебано. Но в школе было нормально. А потом я опять вспомнил, что, блядь, я же забыл, оказывается, на самом деле.
Потому что, мне кажется, в школе я об этом вообще не думал. У меня были другие. Я вернулся к нормальной жизни, был сконцентрирован на учебе. Мгм. То есть в садике я вообще ничего не приобрел. То есть я, когда пришел в школу, там были вступительные экзамены, Мгм. ну, меня взяли по блату, можно сказать. Потому что твой брат там учился. Нет, да, потому что мой брат, и потому что моей родной тети подруга была учительницей там, М. и в ее класс. Типа по блату, ну, в смысле, мы его подтянем. Мгм. По идее, мне даже не должны, я нихуя не знал вообще. Мне сказали, сколько языков ты знаешь? Я сказал, русский, французский. Скажи что-нибудь по-французски. Так, бля, давай мы в эти игры не играем. Я сказал, что я знаю, значит, я знаю. Примерно вот так вот это было. А почему французский ты его Да я учил? ебу, я же был ребенком, от я это не балды? помню. Просто что-то сказал. Меня смотрите, какие-то ебаные вопросы задавали, типа, чего надо? Как бы задаете тупые вопросы, получаете тупые ответы. Это примерно так было. Мне кажется, ты сейчас такой же. Ну да. Ну, не такой же. Я не буду тебе врать, что я по-французски не разговариваю. Хотя я учил в французском институте, как бы. Но я не умею по нему говорить. На нем говорить, господи, по нему. Je ne mange pas séjour. Окей. Ну, блин, мне, конечно, очень жаль, что с тобой это случилось и в Второй раз садике, и в имитирую школе. того, что она не в курсе. Нет, мне правда жаль. Даже Нет, в с смысле, учетом то, того, что да, я в курсе. вот. Вот, но на самом деле мы с тобой познакомились в институте, и в институте ты был довольно жизнерадостным, когда я тебя встретила. Конечно, да. В институте, потому что это типа как классическая анимешная хуйня, когда человек типа начинает жизнь заново, он забывает про прошлое, типа никому не говорит, что с ним что-то случилось. Проблема была, что со мной на потоке случился один Хорошо, тоже без бэкграунда непонятно. Я страдал в школе, потом с меня слезли в какой-то момент. И я там научился уже нормально социализироваться. То есть там уже занимался я поиском человека для спаривания. Надо стоит все-таки упомянуть девушки. Вот, на тот момент девушки. Вот, на тот момент как-то подозрительно прозвучало, very suspicious, но тем не менее. Вот, девушки. И я мог концентрироваться на том, что мне нравятся девочки. Вот, и я там начал уже с друзьями, ну, друзья мне более-менее нормальные появились, ну, как нормальные, типа нормальные. Я все равно недоволен ими был, но как вот в школе есть, значит, вот cool kids типа, но в российской школе это не американские cool kids, они все равно конченые, вот. Это были гопники? Ну, cool kids, которые потом пойдут в армию, скорее всего, потому что они тупые, блядь, вот, как пробка, чаще всего. Были нормальные среди них ребята, которые, ну, типа, по сути, гопники, можно сказать, cool kids. Были из них и нормальные, но, типа, сильные. Давай так, в России мальчики сильные, девочки это либо красивые. Да, согласна. Вот, это вот примерно так работает, насколько я понимаю. Типа умный нифига не круто было. Ну, Если умный, ты, типа по-житейски умный бывает. если ты умный и при этом пизды можешь дать, то ты в шоколаде. Ну, я знаю, я знал таких. С какими-то из них у меня были нормальные отношения. Вот. А если ты умный, но слабый, то ты лох. Вот. Как бы, по сути. Ну да, у меня было примерно так же, я думаю. Главное, чтобы ты был сильный. Если случится какой-то конфликт, чтобы у тебя были слова нужные, да, чтобы ты типа подпрягивали слова, ты можешь сказать, сейчас да выебываешься, я позвоню своему брату. Вот. Ударь меня, проверим, что с тобой случится, петух. Вот. Это один исход. И либо у тебя реально был брат, либо ты очень хорошо имитировал, что у тебя был брат, и тебе верили. Но для этого нужен скилл. Вот. Либо ты вступаешь в конфронтацию и даешь пиздюлей. Правда, потом тебе может прийти обратно, что чувак может прийти в пятерых, но у тебя все равно лучшая позиция, потому что ты не тряпка. В общем, блядь, ну это вся эта житейская хуйня. Закон улиц, как я до этого говорил. Вот. Ну, по сути, как тюрячка. Мало чем отличается. Ну, вот. Если на вопрос вечер в хату арестант или как-то хуйня, короче, какой-то вопрос в тюрячке, не знаю, ты проебываешься, тебе пиздец. Я проебался с первого дня. Я когда пришел, мне задали конкретный вот вопрос, я неправильно ответил. И мне сразу дырявую ложку дали. На, петух. Вот, все. И конец истории. Блин, вот. Ну не смешно, конечно. Ну, конечно, не смешно, но так оно и есть. Ты вот просто пришел в камеру, и ты проебался с ответом. Потому что тебя никто не учил. Вот. Мать мне говорила, если тебя бьют, подставь вторую щеку. Я такой. Я так и сделал. Меня ударили. Я такой, а сюда ты еще не бил. Вот. И он меня сюда ударил. Я такой, хорошо, может я в натуре нужно по-настоящему поставить вторую щеку. Ну, я поставлял туда-сюда. Меня пиздили так, ну и что. Когда я матери было разговаривать, мать мне говорила, не вступай в конфликт,
это не, типа, нехорошо. Нужно быть добрыми с людьми и прочее. Отец мне говорил, дай ему пизды. Я такой, а? Подожди, в смысле? Так мне, типа, по-христиански или драться? Мгм. Я такой думаю, смотрю на него, а кто меня учил драться? Что значит навалять ему? Что я должен сделать? Потрогать его, пощекотать ему яйчики или что? Или что я должен ему сделать, блядь? Я не понимаю. В общем, да. Так, взять его, шлепнуть, чтобы ему, блядь, или что, блядь? Я не понимаю, что должен был делать. Вот. Противоречивость советов Родительских воспитательских. советов, да. Воспитание. У тебя песня про это У есть. меня есть песни про это, да. Понятно. Так, а что тебя изменило, когда ты переехал в Да. Москву и в университет? Что меня изменило? С меня слезли. В 10, 11, 9 классе начали слезать, потому что Мгм. появились более интересные... Ну, козлы отпущения, они как секс с женой. Надоедает. Типа, ты хочешь поменять кого-то. Типа, жена надоела, нужно пойти изменить ей с кем-нибудь. Вот. И новый козел отпущения появился. Неплохая метафора. Вот. И нужно Запомню. поебать кого-то другого. И меня слезли. Меня иногда поебывали, вот, но в основном слезли. Но в тот момент, когда меня слезали, я просто понял, как нужно себя вести. И когда мне дали передышку, я начал приспосабливаться, что да как. За что мне стыдно по-настоящему? За то, что один из самых эффективных способов слезть, начать булить самому. Мгм. Когда ты присоединяешься к стаду, стадо считает тебя типа одним из своих, за это мне безумно стыдно. Но по-другому я вообще не представлял, как из этого можно вылезти на тот момент. Сейчас в той ситуации я не представляю, что бы сделал. Своего ребенка так учить не буду. Или там своего племянника, или других детей. Или там людей в принципе. В целом людей. Да? Это не выход. Но тогда я только так мог это сделать. Соответственно, с меня слезли, и я стал частью стада. Ну вот ты В говоришь, смысле? что тебя булили, и ты стал частью стада, чтобы это изменить. Мгм. Вот какой хороший выход был бы, как ты думаешь? Искать помощи у семьи, но проблема была в том, что проблема в семье. Я Я бы понимаю. с удовольствием искал у них помощи, но нет, не получалось у меня. Наверное, вот у меня был старший брат. Мгм. Вот, наверное, у него осталось помощи. Надо было искать у него И помощи. он тебе как-то помог же, Он по-моему. мне один раз помог конкретно. Когда я уже стал взрослым, это было 17 лет, Мгм. и я уже и на стрелки ходил, мы уже угрожали отправить чувака в армию. Показатель взрослости. В смысле, блядь? Ты выебываешься? Я сейчас Не-не-не. позвоню нахуй, на Донбасс поедешь, блядь. Ты мне тут не выебывайся. Меня подпряги в военкомате, блядь, есть. Сейчас, блядь, тебе тут устроим поездочку медсестрой на Донбасс, блядь. Давай без этой хуй. Вот так оно примерно и было. Не-не, я Не, без просто меня позабавила, без я шуток. понимаю. Вот так вот примерно оно и было. Только тогда был не Донбасс, а просто армия. Не, я помню, что моя первая стрелка, я тоже думала, что я повзрослела. Ну, это была не моя первая стрелка, это была одна из. Мгм. То есть я не угрожал сам, у меня не было подпряг. Я просто знал, что у меня есть человек, который мне порешает вопрос. У меня достаточно много авторитета, чтобы он за меня впрягся. То есть мы с ним в одной банде, группе, бэнг, не знаю. Без бэнга, нет. Просто гэнг. Как называется это было? Команде. Мы с ним в одной команде. Крю. Крю. Вот. Скейтеров, неформалов, хип-хоперов, рэперов и все такое. А так как тебе брат помог? Возвращаясь, я повзрослел, научился сам решать свои проблемы. Мгм. В какой-то момент те чуваки, которым мы угрожали армией, проблема была в том, что вот я до сих пор, блядь, не понимаю, как это работает. Когда меня булили в школе, меня булили все. Потом меня перестали булить. Но когда я шел по улице, до меня часто из компании всех доебывались гопники. Мгм. То есть я был вроде как козлом отпущения, петушарой, типа по тюремным меркам. Но когда я вышел из этого и стал в стае находиться, да, меня почему-то главарем считали там. Как это, блядь, работает, я вообще не понимаю. То есть до меня, если идет толпа гопников, и мы идем толпой, почему-то, блядь, я не хотел с ними разговаривать, но они сразу ко мне подходили. Я, то есть, такой... А вы ко мне со мной, блядь, здравствуйте. А что вы хотите? Я реально не хотел с ними разговаривать. Я избегал взгляда. Видимо, не потому, что я избегал взгляда, я не знаю, короче. Но при этом, то есть, из всей толпы, люди же, которые были, более как-то... чего они хотели от меня получить, если я избегаю взгляда? Значит, я ничего не решаю там, наверное, да? Но получалось так, что я всегда решал. Может, все избегали взгляда.
А ты меньше всех? Я, блядь, не знаю. Ну, в общем, практически вот из моей компашки вопросы через меня решались. Мгм. Частенько. Я не хотел. А ну просто так получалось. Вопросы через меня решались. Я за это получал пизды. Я Мгм. гребал за компанию. И вот какой-то один из моментов я греб за компанию, и я понял, я уезжаю из Старого Оскола. Это вот вся вот эта вот тяготня решения проблем угрозами отправить тебя в армию, она нахуй не нужна. Подожди, можно же, блядь, милицию позвонить. Это, блядь, у меня просто уже в голове, типа, взрослый менталитет начался. Типа, решать вопросы с помощью привлечения органов, блядь, правопорядка. Ну, я Мгм. такой, брат, на меня отпиздили, я заебался, надо их, они, блядь, уже мне угрожают, они и просто вот на улице меня поймали. Это уже какое-то выслеживание, пойдем нахуй разбираться. Ну, брат, блядь, конечно, поехали, взял машину, покажи мне кто. Вот это вот, он взял за шкирку, засунул в машину и повезли в полицию. Мгм. И потом началось там, его мать приходила, пожалуйста, не забирайте заявление. Ну, и я бы, конечно, ничего не забирал, пошел он нахуй. Правильно. Ну, я бы, блядь, я бы никакой жалости не испытывал. Но, к сожалению, моя мать была, родители были другого мнения, на жалость, на доверие, типа это. Мне было похуй, пошел нахуй, пиздуй куда хочешь, меня не ебет. То есть я сейчас вот этой хуйней заниматься бы не стал. Если творишь какую-то хуйню, ну, сори с уважением. Возможно, я сам какую-то хуйню творил, и нужно милость проявить. Не милость в смысле, господи, а понимаю. Милосердие. Милосердие. Да. Ну, типа, я, наверное, в таком возрасте, ну, людей просто так не пиздил. Не то, чтобы я сейчас кого-то просто не пизжу, в смысле, просто считая, типа, ассолт первым нападение, оно какое-то, ну, Не, ну оно должно быть наказуемо. должно я с быть тобой наказуемо, абсолютно правильно? согласна. Типа, ну, какого хуя? Да. Вот. То есть у нас сегодня под окнами стоял бомж, ну, героиновый наркоман. Мне, конечно, хотелось пойти его отпиздить, чтобы он у меня не стоял. Но я не пошел, это не сделал. Я подумал об этом. Ну, представил, как я ему пиздюлей дал, подножку, там, уебал его башкой об машину. Я же не пошел, этого не сделал, потому что он, ну, это неправильно. Это противоречит закону, да? Вот. Не то, чтобы я, там, есть законы, которых нужно нарушать, они ебаные, особенно в Рашке, такой полный пиздец там, да, это неправомерные законы, нечеловеческие. Но есть в целом нормальные законы, я считаю, что если нарушил, надо его наказаться. Наказаться. Самому окей. себя наказать. Вот. Ну, вы поняли, короче. Окей, хорошо. Давай вернемся к институту. Ты переехал, избавился от всего этого Да, дерьма. ты спрашивала, что меня поменяло. Вот, это все, что я рассказал. Взросление постепенное, возможность дышать, быть свободным от каждодневного буллинга. В Москве уже не было этого. Со мной поступил в институт одноклассник на мой поток, Твой одноклассник. мой старый. одноклассник, Мгм. которого булили, и которого я тоже чуть булил. Думаю, на меня все-таки обижался за то, что я его булил. И мне за это стыдно. Я боялся, что он мог, типа, Что-то рассказать про тебя? да. Мгм. Поэтому я его и там немножечко булил. Не то чтобы сильно, там, я не ходил про него, не рассказывал, что мы над ним, типа, издевались там и прочее, да. Но если, то есть, в какой-то момент он со мной подрался. Не я с ним, он со мной. Просто так? Ну, не просто так. Я его долбоебом назвал, наверное. Или что типа так. Ну, он меня доебал конкретно. Я варил суп, который я делал для нас всех. А он стоял, подпездывал, как надо делать. Как сейчас помню эту хуйню. Суп. Я налил мало воды туда. Ага. Много всего, а воды было мало. Но я понимаю, что воды мало. Это будет не суп, это будет каша. Нужно долить воды. Я взял, съебнул с крана туда воды. Мгм. Он мне сказал, ты что, еблан? Я говорю, а что должен был сделать? Типа сначала нужно воду отфильтровать или прокипятить, и потом кипяченую воду заливать. Говорю, какая нахуй разница? Она же прокипятится сейчас. Правильно? Ну, отфильтровать можно было. Ну, у нас не было фильтра. Мгм. Ну, типа откипятить скорее. Сначала разогреть, кипятка туда долить. Ага. Какой нахуй фильтр в общаге? О чем ты вообще? Вот. Ну да, там было. Так себе. Помню твою общагу. Возможно, потом фильтр появился. Сколько раз меняли картридж, я боюсь представить. Думаю, 1 раз в 2 года. Но считай, что 1 месяц хорошая вода была. Первый из 2. Не знаю я, неважно. В общем, факт то, что он мне говорит, ты меня называл, оскорблял меня, говорил, что я идиот. Говорю, нет, ты долбоеб, типа, как вода скипятится, ничего не будет. Но он, короче, не выдержал и ёбнул меня. Я от хамства, у меня бывает такое, я от хамства замираю. Я такой... Вот, а потом уже начинаю реагировать. Так вот пока я вот это вот от хамства замерел, типа раскалялся, сейчас я въебу, пес, анус тебе дерну. Вот, нас уже разняли, к сожалению. Не Окей. получилось его отпиздить. Ну, прости меня, Денис. Вот, мы, в общем, не подрались мы с тобой. А может, подрались? Ну, чуть-чуть совсем, нас быстро разняли. Ну вот, потом, ну, типа,
не заладилось. Ну, то есть я защищался от своего прошлого, мне приходилось. Мгм. Вот. Но потом просто я получил академ, мы оказались в разных группах и перестали так в целом много общаться. Так. Ну, мы с ним более-менее так относительно нормально общались. Потом Мгм. притерлись. Вот. Окей. Я Ну, помню, до того, как я получил академ. окей, да. Я помню, что когда мы с тобой встретились, ты практически с первого дня мне говорила о том, что хочешь переехать. И я помню, что ты мне говорил про Новую Зеландию. Переехать, Да, ты говорил, что хочешь эмигрировать. да? Вот, откуда вообще родилась эта мысль? Почему? После просмотра «Властелина колец». Ну, все это ты тоже переехал после игры в Last of Us, так что нормально. 2, вторую часть, да. Ну да. Ну, примерно по такой логике, да. А Я почему ты хотел, вообще хотел переехать? я хотел жить в месте, где много зелени и И воды, хоббиты. где в одном месте и горы, и пляжи, и типа вот просто разносторонний пейзаж. Типа То есть ты только переехать хотел 18 из-за лет, пейзажа? 18, 19, 20 лет, Ну да. я же хотел жить в очень красивом месте, да. Окей. Я не был политически ангажированный, или как это правильно слово сказать, политически вовлечен во все это. Ну, начну с того, что я за Медведева голосовал, наверное, 18 лет, поэтому чего уж там, Я, 19 когда кстати, там было. я, наверное, тоже, если я Или могла за какой-то голосовать. ЛДПР, блядь, или еще какую-нибудь хуйню. То есть я Я типа, не могла голосовать, да, еще. ну, неважно. В общем, я был Понятно. долбоебом. Вот. Окей, хорошо. То есть, получается, в институте ты мечтал переехать в Новую Зеландию из-за красивых пейзажей, но потом, практически сразу после института, мы с тобой переехали в Вильнюс. Ну, это не совсем прям сразу. Ну, мы поработали там Годика годик. 2-3. Ну ты поработал 3. 2, наверное, с чем-то. Я поработала 1,5, может быть, потому что я на год позже закончила. Мы поработали 3 года. Нет, 2. Неважно. Неважно. Довольно быстро. Да, довольно быстро после института мы переехали. Расскажи, почему мы переехали. И на самом деле, мне кажется, что вот тогда ты уже мне говорил, что ты хочешь переехать не только из-за пейзажей. Конечно. Вот, расскажи. Что-то я поработал, начал деньги зарабатывать. Понимаешь, что ты же в хорошем пейзаже, чтобы жить в хорошем пейзаже, нужно зарабатывать хорошие деньги. Либо быть отшельником. Ну, мы, кстати, мне кажется, с тобой очень неплохие деньги зарабатывали, когда мы только после института, пока Я бы не не сказал, случился конечно. 2014 год. Я бы не сказал, но не бедствовали. Ну да. Ну, вот для таких людей, которые только после института. Ну, неважно. В общем, Новая Зеландия, потому что «Властелин колец». Мгм. И это было достаточно далеко от... Мне нравилось, что это было далеко. Мне казалось, что это вот есть какая-то романтика, Мгм. шарм, что это на краю земли находится. Вот. Возможно, шоу Трумана он хотел переехать на Фиджи, чтобы убежать от реальности, а я хотел переехать в Новую Зеландию, тоже куда-то подальше от всего этого. Вот. Ну, на Фиджи какая-то другая штука была, я забыл почему, тоже как-то мотивировано было. Мне Ну, кажется, короче, там кто-то уехал у него на Фиджи. кто-то, что-то, возможно, это девушка уехала на Фиджи вроде как, Мгм, точно. мгм. Да, девушка-то его, неважно. В общем, из-за того, что я с детства смотрел всякую ебанину, которую детям нельзя было смотреть, на меня это повлияло, на принятие решений. Тупо пиздец, кто может сказать, но так иначе она и есть. Американская культура на меня повлияла с детства, на принятие решений в том числе. Я Мгм. вообще типа... С другой стороны, люди запрещали «Майн кампф» читать по причине того, что книга, творчество может повлиять на человека, сделать его там националистом, антисемитом, я не знаю, или еще что-нибудь. То есть, может, и творчество видео, в смысле, кино может повлиять. Мгм. Вот. Вообще, по факту, если уж сравнивать, Вашингтон сейчас, где мы находимся, ни херово так похож на Новую Зеландию. Штат Вашингтон. Штат Юра Вашингтон, в имеет в виду. смысле. Да, не то, что прям это совсем не похожие места. Ну ладно, они довольно разные. Короче, По живописности пейзажей. по живописности пейзажа и по его разнообразности. Потому Мгм. что в нашем штате есть и пляжи, есть и горы, есть и озера, есть и заливы, есть и пустыни, есть и каньоны, есть и болота, есть и леса. Все, вообще все есть. Продал. Да, и вулканы, и что хочешь. Вообще, вообще все, что хочешь, есть. Поэтому да, это похоже идеологически. Вот, почему сюда переехали в целом. И с Новой Зеландией как-то связано было. Ты начал Я говорить... сейчас я знаю, я помню, я просто Окей. хотел завершить мысль. По поводу, почему переехали, как мы переехали в Вильнюс. Ну Правильно? и Из почему России. мы хотели И почему переехать? переехать? Потому что случился Крым наш. Вот, и я был... Еще одна стыдная вещь. Я что тогда говорил?
базы Черноморского флота нужно было отстоять от, сейчас блевану прям куда-нибудь. Ну, в общем, я тогда был примерно не совсем умным человеком и говорил всякую хуйню. Я не поддерживал это, так, дисклеймер. Я типа говорил, я понимаю, почему это произошло. И вот это я понимаю, почему это произошло, я не понимал, почему это произошло. Я думал, что я понимаю, почему это произошло. Вот, за что мне сейчас стыдно. Ну, в институте мне срали качественно, много, и вот это вот все 5 лет, все это тут дерьма. Да, мы учились в МИФИ для дисклеймера. Да. В таком государственном университете, очень техническом, направленном на ядерную энергетику. Наша профессия была не техническая. Ну, в смысле, весь университет. Весь университет был направлен на то, чтобы работать в государственных структурах, в смысле. Вот, так или иначе. В НИИ, на заводах, продавать оружие, продавать атомную электроэнергию, постройку заводов и прочее. Работать на бизнес. Все вот связанное с правительством. И поэтому мне тогда, я закончил универ в 2012. Да. В 2013. Да, я в 2013. Но поэтому случился кренаж в 2013-2014. Мы еще не успели. В 2014. Мы не успели это... Поменять мировоззрение сильно. Просраться. Да. Просраться не успели. Вот. Помню, когда мы поехали в Венгрию с Наташей, нас спросили, девушка из Венгрии, тургайд. Типа, а что вы думаете по поводу Крыма? Ну, мы такие начали рассказывать. Это было вот-вот случился Крым. Да. Мы прям в этот момент поехали. Да. И типа она так смотрит на меня смотрит. Типа я так думаю, а что она так странно смотрит? Я вроде бы нормальные вещи говорю. А она думает, наверняка, долбоёб, придурок. Вот, наверняка чуть даже похуже. Что поделать. Неважно. В общем, случился экономический кризис, санкции. Я понимаю, что в этой стране происходят изменения, которые ни к чему хорошему ее не приведут. Политический строй нацелен не на экономическое благополучие. Потому что я посмотрел, сколько зарабатывают, на тот момент, сколько зарабатывали чиновники. То есть я примерно понимал, что после института моя работа будет 15 тысяч рублей. Это на тот момент где-то примерно 500-450 долларов. Плюс-минус. А в Москве, где самая ебаная квартира на одного человека, это, на семью 30 тысяч рублей. Однокомнатная маленькая однушка. То есть... На окраине. Не факт. Третий транспортный. Мы примерно столько и платили. Ну да. Она была прям совсем малометражная. Конечно. 35 квадратных метров или 33, или 30, что-то такого. От 33 до 40, я не помню сколько. Да. Очень маленькая. Вот. И вот. Соответственно, я и Наташа, если бы работали, мы там зарабатывали вот примерно, что вот впритык хватало. Это если бы мы пошли на государство Да. работать. Угу. Туда, куда я хотел, туда еще и конкурс был большой. Мало. Куда ты хотел? Я хотел пойти в Рособоронэкспорт, торговать оружием. Я не знала. Я вот, я думал, что если уж идти куда-то, то туда. Потому что командировки, путешествия и торговать оружием. А мне оружие нравилось. Белый мужик, я не знаю, цисгендерная хуй мразь, любит стрелять, я не знаю. В общем, вот. С детства оно мне нравилось, это оружие. Я увлекался им. И с историей увлекался, и оружием. Не знаю почему. Это была книга молодых командиров, всех мне кажется, убивать ты хотел. рассказывал. Хотел все человечество выпереть, блядь, не знаю я. В общем, вот, злой был на него. Искал способы, не знаю, просто нравилось. Пиздюки, дети, патриархально строю все это. Да, мне кажется, что это входит в социализацию мужскую, такую стандартную. Да. Окей. Вот. И я понял, что в этой стране начинают происходить изменения, которые не приводят ее ни к чему хорошему. Формулировать, наверное, я это по-взрослому, как сейчас, как-то не смог бы тогда. Но я видел, что ты становишься несчастной. Довольно. Она хотела переехать в Китай, куда я, блядь, не хотел ехать ни за какие ковришки. Потому что она знала китайский язык. И считала, потому что у меня бизнес-партнеры там были, которые туда могла найти работу там. А я туда не хотел ехать, потому что Китай считал ебаниной.
Ну, я тоже не хотела навсегда туда ехать, но типа как временное пристанище, я думала, что это лучше, чем Россия. Но да, тебе бы там было очень плохо. Ты бы там сложно было находить работу и Надо прочее. сюда какой-нибудь такой гифку поставить. Минус социальный рейтинг такой. Минус Минус 100, социальный минус 100 рейтинг. баллов. Минус чашка риса и 100 баллов. Вот, из рациона дневного. Вот. За что? За то, что ты сказал, что мне Китай не нравится. Окей. Даже, Ну, у меня наверное, тоже. думаю, побольше, чем 100 баллов в этом случае. Да. Ну, типа, это же прикол, Ну да. понимаешь. Если Китай захватит мир, социальный рейтинг и прочее. Посмотрит видео твой канал. Ох, это Ну, с да. тобой кто-нибудь поспорит и скажет, что это то же самое, что кредитный рейтинг в Америке. Но Это неправда. это неправда, да. Вон у меня кореш, кредитный рейтинг у него полное говно. 0. Мне кажется, 300 минимум. Ну, нет, правда. Ну, 620. И у него Discovery, American Express, ну, короче, до хрена всего. Но мне кажется, он их всех получил, когда у него был получше кредитный рейтинг. И тем не менее, он может получать другие вещи. То есть при всем при этом, что Ну, это в смысле, детей в нормальную школу как минимум можешь отдать и за границу выехать. как минимум. Вот. Кредитный рейтинг это немножко не то, все-таки, нежели социальный рейтинг. Неважно. В общем, хватит прикалываться. Страна идет не туда, куда бы не хотелось, чтобы она шла. Ты несчастная. И моя зарплата, блядь, упала в 2 раза. Ну да, я несчастная, потому что я работала в импорте, и у меня бюджеты сразу же. То есть у меня до этого были классные бюджеты, я могла всякие проекты делать, а тут у меня бюджет 0, все 0, и, в общем, да, грустно мне стало от этого. Я же смотрю на свою жену, что она постоянно в депрессии находится. Я не знал, что такое слово депрессия существует на этот момент. Я думал, что это какое-то... Заебала на меня, короче, ныть. Вот, примерно так я думал. Вот. Ну, типа, люблю ее, конечно, но заебала. Ныть, значит, делать. Вот. И подвернулась мне работка в Вильнюсе, на той компании, в которой я работал, project менеджером в тот момент. Да, после института я просто пошел, как бы, геймдизайнером. Очень хотел работать геймдизайнером, игры делать. Потому что я думал, что если я много играю в игры, то я их могу и хорошо делать. Логика железная. Вот. Без скиллов. Поработал геймдизайнером 1 месяц. В команде, где проекты спонсировались какими-то уголовниками бывшими. Какими-то людьми, деньги там, в общем, не самые чистые были. Инвестиции очень сомнительные. Вот. И там был босс, один кекис про него. Он работал в Waterfall, и часть Waterfall была, часть, проводил стендапы каждый день. Странный Waterfall. Неважно, в общем. Собирал нас, он выключал свет специально. Был только прожектор, свет прожектора. Он сидел в дальнем углу, где было видно только часть его силуэта. Потому что темно было в комнате. Он садил нас, кто садился, кто-то садился, кто-то стоял. Он в углу низким голосом спрашивал, как обстоят дела на проекте. Его не видно было, потому что он был в очень темном месте, сидел в кресле, развалившись вот так. Господи, как крипово. Да, это было, как весь фильм был такой, господи. С Шварценеггером мы с тобой смотрели недавно. Ложь какая-то там была. Правдивая ложь. Вот когда Шварценеггер свою жену доебывал, троллил ее, когда она, типа, она агентом работала, она танцевала перед ней стриптиз, примерно то же самое было. Вот. Сцены из правдивой лжи. Серьезно, вот, блядь, 1 в 1. И вот кекис, в таких условиях я работал. И этот чувак сказал, я подсидел свою менеджерку, потому что она была... тогда я говорил, что она была тупая пиздец. Стыдно. Еще раз. Но я это говорил. Сам тебе и себе. И всем. Но она была реально, типа, не самый лучший менеджер. Как и все мы там, неудивительно. Я был не самый лучший геймдизайнер, но кого ебет, правильно? Да и босс у вас был не самый лучший. Да и босс у нас был не самый лучший. Стендапы, господи, стендапы, блядь. Как эти, стартапы, блядь, стендапы, примерно, да, похоже, короче. Стартап у нас был ебаненький. И он сказал, типа, мол, 45 тысяч рублей зарплата, и будешь ты менеджером проектов. Я такой, нихуя себе. $1500. $1500 так-то, блядь, извините меня. Я была очень рада. 2 месяц работы. Вот. Я понимаю, что это была ошибка. Не нужно было соглашаться. Но я согласился. Я не хотел работать проект-менеджером, я хотел работать геймдизайнером. Это было сложно, это было challengeful,
Но, блядь, деньги. Все, как бы. Нам нужны были деньги, как любой молодой семье. Ну, кстати, неплохо, что они проехали сейчас. Бля, да. Конченые. Ебучие пожарники. На самом деле, это не ебучие пожарники. Это ебучие Ну, люди, которым дорогу не уступают. Потому что там если не бы... было никого на улице. А или кому он чё? пибикал? А Сам хрен себе, его типа, знает. блядь, охуенно, побикал. Мяу, пип-пип-пип. Ху-ху. Да, почему мы поехали в Вильнюс? Потому что мне предложили работу. И я не хотел ехать в Китай. А как так получилось, тебе предложили работу в Вильнюсе? Босс прислал всем, значит, уведомление, что они тоже, видимо, понимают, ну, там это не было написано в тексте письма, но они, видимо, тоже понимали, что пора диверсифицировать доходы и получать евровые. Потому что когда у тебя все доходы в рублях, да, а евро стоит там 75-80 рублей за доллар, в смысле, за евро, то возможно стоит получать доход в евро. Ну да, для контекста рубль тогда обесценился почти вдвое и к доллару, и к евро. К евро чуть поменьше, наверное. Да, я зарабатывал тогда $3000, стал зарабатывать 1500, что было и так мало для Москвы. 80 тысяч рублей это было вообще не 90 тысяч рублей, это были вообще 100, там, 90 тысяч рублей, это вообще были какие-то хуйня, короче, не особо много. Это было нормально, но типа, Ну, для меня это было вау, очень много. ну не знаю. Так, если посмотреть, не знаю, 150-200 тысяч рублей Нам уже было было 22-24 года. Для 24. меня вообще... Да, конечно, 24 прям, рассказывай. Это был 2014 год. Ну, тебе было 25. 25 лет. Ну, Ну, довольно ладно. мало. Ну, мне Окей. было мало, хорошо. И оно еще и 2 раза уменьшилось. Ну, когда в 2 раза уменьшилось, было грустно. Вот. Ну, так что? Я не выебываюсь, просто я знал людей, которые зарабатывают это гораздо больше меня, были моего возраста. Окей. И примерно один и тот же путь был. Ну, не гораздо больше, но раза Ну, в были 2. такие. Раза в 2 больше, чем я. М. Как бы. И они не были senior девелоперами. Тоже project Ну, менеджерами. они были project Да. менеджерами. Окей. На год, может, старше, чем я. Мгм. Вот. Переехали мы в Вильнюс, потому что босс предложил людям переезжать в Вильнюс. У них была программа релокации людей. Те, кто хочет оставаться в компании. Люди начали съебывать. Вот. Первая волна, когда люди по-настоящему начали валить после Крыма. Они начали, в смысле, эмигрировать, и поэтому уходить Валить. из компании. Уходить, уезжать Мгм. из России. Мгм. Люди, которые поняли, что их не устраивает. Это было достаточно много людей, чтобы моя компания решила платить им даже больше, но оставлять кадры у себя. Окей. Как я понимаю. Второе, чтобы они хотели открыть там компанию, чтобы разрабатывать новые IP. IP? IP. Intellectual property? Да, новые игры и приложения. Мгм. Вот. Им нужны будут люди, которые этим будут заниматься. И одна из них, одна из таких возможностей была уехать туда и открывать офис там. Я такой, вот, очень хочу. Прошел новый этап собеседования со своим CEO. Я его был на тот момент директор-репортом и так, потому что я пришел в компанию открывать новый отдел. Мгм. Он говорит, вот ты тут трешься, а у меня работы не было. Я думал съебаться из компании, потому что у меня работы не было. Несколько месяцев я типа терпеть так не мог на тот момент. Вот. Мне нужна была работа. Учиться чему-то новому в это я не хотел, просто стагнировал и сидел там, не знаю, в игры играл или спал. Он не очень нравился. Я считаю, что я типа деньги прожираю. Люди мне говорили, ты что, долбоеб? Да, я помню, тебе много кто Тебе завидовал. деньги платят, тебе, блядь, $3000 платят, а ты типа нихуя не делаешь, и ты типа еще и ноешь. Вот, а я, да, ною, вот, ебано. Не, я помню, тебе грустно было. Очень грустно Ну, наверное, было. больше грустно из-за того, что мне было грустно. И Нет, мне было грустно, потому что я не рос. М, Я прекрасно понимаю, если ты не растешь, ты не заработаешь свои 5000. 5000, которых хотел, как минимум. Мгм. Типа, вот ты нихуя не получаешь никаких новых знаний, за что тебе повышать зарплату. Ну, то же самое у меня было с моими бюджетами, по сути. Да, типа работа стала скучной и интересной сразу. Вот. Окей. Самое ебаное было в этом случае, то, что я постоянно просил новый проект, просто нечего было дать. Мгм. Не и так давали все, что было. Просто не было. Поэтому мне босс сказал, конечно, езжай, вот на, все, видишь, у тебя энтузиазма до хера, иди езжай, открывай. Окей. Вот, я поехал открывать. Я поехал в Омут. Мне даже похуй было, куда ехать. Я в Вильнюсе никогда не был. Ну да, и я тоже. Вот, я вообще не знал. Разницу между Латвией и Литвой не знал, и Ригой и Вильнюсом. Путал их постоянно, как и любой расист, долбоеб из России.
по отношению к балтийским странам. Вот. Окей. Хорошо. И мы, получается, переехали туда. Для тебя это был профессиональный рост. То есть, ну, по крайней мере, у тебя появилась работа. И я помню, что ты проработал там года 2, и после этого ты оттуда ушел и решил заняться своими проектами. Вот расскажи про это. Расскажи, Как мы перескочили. Славненько так. Годика 2. Ну да ладно, я не против. Не, мы можем поговорить о том, как Да тебе там работалось. Не. Ну, хотя скажи пару слов о том, что ты конкретно там делал в Вильнюсе, чем ты занимался. Я был не готов к такой ответственности. Вот что я понял. Я сделал все, что от меня, все, что я мог, но как специалист я был не готов. На бумаге я был CEO. Оу, CEO. Классно звучит, но я был не готов к такой ответственности. Если я все делал сам, мне мало кто помогал. Соответственно, если ты все делаешь сам, ты делаешь ошибки. А если ты незрелый, то ты эти ошибки не можешь их нормально процессить, сделать выводы и двинуться дальше. И я делаю ошибки, связанные как с софт-скиллами, так и с хард-скиллами. Вот. И из-за того, что ты главный в компании, по сути, самый ответственный за все, то и с тебя и спрос соответствующий от своих сотрудников. Они ожидают от тебя, что если ты нахуевертил, если они нахуевертили, ты разгребешь, а если ты нахуевертил, то ты по-любому обязан разгребать сам, потому что кто еще будет тебя это разгребать. Вот. Ты им поможешь разгребстись, они нахуевертили. Вот, и я столкнулся с буллингом на работе. Видимо, блядь, меня очень любят буллить люди, а я не могу, сука, защищаться от них. Хуй его знает. Да Вот. сейчас уже можешь, мне кажется. Сейчас уже могу, но сейчас это спустя сколько лет? А сколько лет? Ну, еще десяток. 6-7 лет. Нет, у них больше. 6. Тебе было 25. 2015, если это год, 16, допустим. 7 лет спустя, грубо говоря. Ну, неважно. В общем, заебали меня все булить, чем им надо нахуй. Вот. И в какой-то момент просто у меня случились разногласия с инвесторами, разногласия с членами команды. Мы делали игры для детей, мобильные. Мы сотрудничали с известным шведским писателем. Было очень охуенно, с ним приятно работать. У меня были командировки в Швецию, мы с ним заключали контракты. Это все, это много административной бизнес-работы было. Вот. Я узнал, как работает малый бизнес в Литве. Ну, в принципе, как стартап с нуля сделать с точки зрения административных моментов, связанных с ведением малого бизнеса, что помогло мне. Нихуя мне не помогло, я напиздел, ничего не помогло. Просто я узнал. Expose myself. И в какой-то момент я просто понял, что... Расскажу сказку. Я проснулся и понял, что со мной что-то не так. Ну, я просто вот... Я всю жизнь думал, что у меня нет фантазии. Она пропала. Не работает у меня фантазия. Что такое фантазия, я не понимаю. Я не могу ничего придумать. А потом я в какой-то момент проснулся, и меня как прорвало. У меня была фантазийная диарея. Я старался срать различными фантазиями. Ну, с фантазиями не в смысле, там, как я, блядь, трахаюсь с 3 гномами, не знаю, и Белоснежкой, а просто мне стали сниться яркие сны, которые оставляли на следующий день впечатление. Это получилось само собой? Вообще рандомно? Magic? Окей. А я не знаю почему. Окей. Просто в какой-то момент меня прорвало. Я стал, может, повзрослел, я был недоразвитый, доразвился. Вот. И у меня стала активно работать фантазия. И для меня это было колоссально, каким-то прорывом. Потому что я думал, что я не могу ничего придумать сам. Я должен опираться на других людей, которые будут что-то придумывать. Понимаешь? То есть я геймдизайнер. Я хотел быть геймдизайнером. Но проблема геймдизайна то, что я не могу ничего оригинального сам придумать. Это довольно проблематично. Ни механики игровые, ни сеттинг. В смысле не то, что геймдизайнер не придумывает, а то, что ты был плохим геймдизайнером и не мог придумать. Я считал себя плохим геймдизайнером, потому что у меня отсутствовала фантазия. Окей. Понимаешь? Да, понимаю. Фантазия была... Слишком сильно опиралась на чужой опыт. То есть, по сути, я пиздил чужие элементы и соединял их вместе. Но это не выглядело оригинальным. Понимаю. В какой-то момент... Я работал с играми.
да? И я не был геймдизайнером, я был проект-менеджером, можно сказать. Хотя на бумаге был CEO, это, по сути, я был проект-менеджером с обязанностями административными, типа бухгалтера, мелкого бухгалтера и прочих других вещей. То есть, типа, да, там, не пришей к пизде рукав я был. Вот кем я был в компании. Вот, что уж там говорить. Просто делал все. И в 2017 году, по-моему, Да. или 16-м, или Начало 17-м, 17-го начало года. 17-го года, конец 16-го, у меня случилась фантазийная диарея. И я понял, что вау, надо ловить момент, брать серф и на волну плыть, пока она идет. Как же я ошибался, но это другая история. Вот. Меня прорвало. Наташе в тот момент был обещан на работе нихуевый бонус. В денежном эквиваленте очень большой. И у нас появились средства на то, чтобы я мог уйти с работы, взять эти деньги и использовать их на выплаты зарплаты самого себе, чтобы дома творить какие-то вещи. Либо найти, даже были какие-то деньги, чтобы мог нанять кого-то в партнерстве таком. Это уже через год, мне кажется, было. Блять, давай не будем портить картину, это не столь важно. Ну да. В общем, сам на себя работать. Long story short, я проебался. Я обосрался. Вот. Жижечкой. И не фантазийный в этот раз, а for real обосрался. Что это означает? Из-за того, что я был плохим проект-менеджером, у меня были недостаточное количество хард-скиллов при этом, хоть и фантазия. То есть, одно дело, когда у тебя фантазия, а другое дело, когда ты ничего из башки вытащить не можешь. Я не мог вытащить из башки. Я мог с человеком поговорить, рассказать ему что-то, но проецировать на бумагу, проецировать на что-то другое я не мог. Да, я помню, тебе очень писать было сложно. У меня была боязнь чистого листа, с которой я потом впоследствии работал психотерапевтом и успешно преодолел. Я от 0 до 1500 слов в день. 1500 слов в день – это примерно 3 листа А4. Формата А5 книги – это 6 страниц в день. Но это довольно нихуево было. Учитывая, что я 0 писал. Вот. И я начал заниматься своими проектами, и у меня была главная проблема. Я пытался найти партнеров разных, я нанимал людей. Главное то, что я не умел скалировать, уменьшать. У меня была большая громадная идея, она не умещалась в бюджет, я не умел ее уменьшать до чего-то, что можно вместить те деньги, которые у меня были. Отсутствие хард-скиллов, отсутствие софт-скиллов и, конечно же, невероятные беды с башкой. Вот. Ну и считали бюджеты мы, наверное, очень хреново с тобой. То есть мы каждый раз просчитывались в разы. Еще и хуёвый бизнесмен. Ну, то есть куда ни ткни, везде обосрался. Вот. И благодаря тебе, твоей невероятной поддержке, что ты меня не захуесосила, что я столько денег проебал, помогала мне всячески. Я прошел этот сложный период в своей жизни. Вот. Ну да, закончился, насколько я помню, этот сложный период своим профессиональным кризисом и депрессией в 2019 году. Да, у нас закончились деньги. Я нихуя не сделал, ни одного проекта до ума не довел, обосрался. Там был какой-то прототип, просто у нас закончились деньги раньше, чем мы думали. У нас был прототип, и потом случился коронавирус через полгода. Ну, это не связано было. Это не связано. Я, блядь, всем рассказывал, что виноват коронавирус. Я же не могу сказать, что я жидко обосрался, будучи проект-менеджером, правильно? Но неважно. Жидко обосрался не поэтому. Случился у меня профессиональный кризис. Какой вопрос был? Ну, почему случился кризис? Что помогло справиться с ним? Собственно, да, случился. Я, в принципе, наверное, что помогло справиться? Ты и психотерапия. Спасибо. Да, и без тебя и без психотерапии, думаю, я бы отъехал. Ну, точнее, скажем так, да, я подумал отъехать из-за нерешенных проблем своих. Отъехать, в смысле, на тот свет. Вот, в смысле, выпилиться. Действительно большой кризис был. Но сейчас я не знаю, смог бы или нет. На тот момент я там и записки писал, и на балконе стоял, и, в общем, думал по-разному все. Помогло мне справиться с тем, что я осознал свои слабые стороны, с помощью психотерапевта в том числе. Я начал заниматься своими нерешенными вопросами с матерью и отцом, родителями. Наследием. Вот, с наследием стал заниматься, о котором я раньше говорил. О том, что меня hold me back, грубо говоря. Стыд, какой-то страх, перфекционизм, мне кажется, у тебя было много. Много всего. Вот. Я начал заниматься приобретением хард-скиллов. Я начал играть на гитаре. Я начал учиться петь.
я начал писать, я начал учиться soft skill'ам, problem resolution, problem solving, в смысле, когда ты с человеком имеешь проблемы, и нужно его решить, не угрожая ему тем, что ты ему сломаешь ебальник, если он не сделает X. Ты тогда этого решал вопросы? Это никогда не решал вопросы. Окей. Просто я один раз сказал, ну, либо ты заваливаешь свой ебальник, либо завтра ты в этой компании не работаешь. Он завтра не работал в этой компании? Не, он завалил ебальник. Мне кажется, лучше бы он завтра в этой компании не работал. Да. Это такая эскалация жесткая. Да, абсолютно верно. Ну и в итоге человек меня подсидел. Поняла. Ну и это нормально. Ну, да. ненормально то, что он подсидел, человек, который сам подсидел, говорит, но другие вещи. То есть я действительно в той команде, можно сказать, не нужен уже был. Я сам это понимал. Я и сам в этот момент хотел уходить уже, как бы. То есть я просто искал лучший момент. Ну да, я помню, ты мне довольно долго говорил, что я говорю, я хочу уходить. Просто проблема была в том, что документы. Мы не могли просто так щелкнуть, чтобы я ушел. Во-первых, документы, во-вторых, мы пока не знали, что у меня будет большой бонус. Ну да, я просто ждал. Мне было страшно, что ты уйдешь. Да, я просто ждал момента, когда вот все было прояснено. Но у меня state of mind был, что я ухожу. Поэтому он меня и подсидел. Ну, потому что это нормально. Ну, это, блядь, это как бы легкое потюнить. Там я даже не обижаюсь на него, потому что это, блядь, это абсолютно нормально было. Вот. У меня с этим никаких проблем нет. Это даже хорошо, что я освободился от этой ненужной хуйни в башке своей. Ну, тебе было там психологически не было я там помню, ты действительно был такой... тяжело. Не было очень тяжело. Не самый лучший опыт был. Не самое лучшее место было для меня в тот момент в жизни. Вот. И я понял, что я хочу жить. Я не хочу умирать. И я знаю, что всегда можно найти выход. И если ты достаточно храбр, то ты с этим справишься. Слушай, а скажи, у тебя действительно же депрессия была, и сколько у тебя ушло времени психотерапии на то, чтобы прийти более-менее в себя? From the top of my head, год. Год, окей. Ну, острые, наверное, полгода, полностью год. Хорошо, начался тогда ковид, ты вроде вышел из депрессии, и мы довольно быстро после этого переехали в Америку. Вот расскажи про наш переезд. Он случился? Ну да, ты сказал про грин-карт лотерею в самом начале, что ты ничего для этого не делал. Ничего не делал. Окей. Да, мы переехали как раз вот в самый разгар пандемии, мы ждали, чтобы нам назначили собеседование, потому что все посольства были закрыты. И помимо всего прочего, въезд из Европы был закрыт, потому что мы жили тогда в Литве. Но, по сути, это было очень легким переездом, как и все переезды по грин-карт лотереи, потому что, по факту, когда мы получили свои миграционные визы, нам оставалось только заехать в Америку, и у нас сразу были грин-карты и разрешение на работу. Ну, не сразу грин-карты были, но разрешение на работу было сразу. Ну да, виза наша была нашей грин-картой, пока у нас не было физических карт. Да. Окей, то есть мы приехали, получается, в середине 2021 года, и нам нужно было искать работу здесь, потому что мы оба приехали без работы. Вот скажи, я помню, что тогда очень сильно переживал по поводу вот этого гэпа, который у тебя был в профессиональной карьере. Да. Вот скажи, насколько вообще оправдано было то, что твои переживания по этому поводу, насколько люди обращали на это внимание? Ну и вообще, насколько сложно было найти работу? Люди обращали на это внимание. Конечно, прям задавали вопрос тебе. Я им не рассказывал, что это был гэп. Я придумал историю. Вот, расскажи, какая у тебя была история? Ну, я сказал, что я там занимался собственными проектами. Я понял, что я приобрел достаточное количество навыков. Врал. Ну, это, кстати, это не то, чтобы неправда была. Ну, это хорошо, не врал я. Врал я. Ну, чего уж там. Я не договаривал и врал. Не договаривал больше, чем врал. Вот так. Ну, хорошо. Я перевирал. Подтасовывал факты. Хороший из меня политик получился бы, наверное. Неважно. В общем, я просто врал. И как, успешно? Блядь, я повторяюсь. Хорошо. Люди спрашивали. И действительно им интересно, что было. И кому-то это не нравилось, кому-то нравилось. Но в целом, если у тебя есть hard skills необходимый, и твоя история, не совсем полный пиздец, думаю, нормально. Слушай, а ты сказал, что кому-то даже нравилось. А что конкретно им нравилось в этой истории? Мое вранье. Не, я понимаю. А что конкретно? Типа, что я риски. Окей.
что я пошел на такой риск, ушел с работы для того, чтобы заниматься собственными проектами. Да, я просто хотела это Кому-то это уточнить. каким-то эмплойерам это интересно, кому-то наоборот это отталкивающе, слишком рискованный. Не, я хотела просто уточнить, потому что здесь действительно есть эмплойеры, которым такой момент подходит, кому нравится, когда их сотрудники Стартапам, например, склонны к нравится. рискам, С да. другим стартапам, потому что они сами рискуют. Да, или когда их сотрудники знают, как работает бизнес изнутри, или еще что-то такое, имели опыт там собственного открытия бизнеса и собственных проектов. Вот, они, возможно, считают, что эти люди более независимые и имеют больше опыта такого всеобъемлющего. Да? Окей, хорошо. И теперь расскажи немножко о том, что конкретно ты делал, чтобы найти работу, какую работу ты нашел, как быстро ты ее нашел. Ну, главная проблема человека из СНГ того времени, 2 года назад того времени, окей, и резюме, формат резюме, формат то, как ты преподносишь себя как сотрудник, как ты продаешь себя, он вообще здесь по-другому работает, нежели к тому, что я привык. Совершенно небо и земля. Это ты берешь свое резюме из России и сворачиваешь трубочку и засовываешь себе в задницу. Вот примерно то, что ты можешь с ним делать. Банально. Оно очень нахуй никому не нужно, такое резюме. Оно просто не пройдет бота, автоматизированную систему, когда прогоняется резюме, оно просто не попадет никогда на стол, на рабочий стол, в смысле Windows, ни одному HR. Тебе нужно понять, как алгоритм работает, но это можно узнать в интернете с помощью других людей и так далее, и просто взять твое резюме и подстроить под формат первым шагом. Вот. Я переписывал свое резюме, чтобы оно было успешным для поиска работы. Не спиздеть раз 15. Вот. Методом проб и ошибок, просто как я понимал, что оно успешное, мне стали звонить люди. Мне звонили, потом стали звонить и присылать письма, и откликаться на мои вакансии. Ну, в смысле, на мой отклик они стали реагировать. Вот, банально. То ничего, а потом много. Соответственно, вот я узнал, что прошла систему. Я занимался поиском работы еще, точнее, мне помогали в поиске работы одна благотворительная организация, которая помогает иммигрантам. Вот. То есть бесплатная помощь, которую можно найти. Upwardly Global, да. Upwardly Global. Да, если что, о том, как писать резюме... Наташа оценит ссылку в описании. Да, и в принципе о том, как писать резюме, и об Upwardly Global в частности, очень много в первом сезоне моего аудиоподкаста. Так что, да, кому интересно, можете посмотреть это там. Я забыл с этим. И люди начали откликаться на твое резюме, но после этого... Нет. Есть еще платные способы. Ты можешь отправить свое резюме человеку, который тебе напишет резюме. Проблема в том, что он напишет его каким-то, сука, корпоративным языком, который ты потом использовать не сможешь, скорее всего. То есть он тебе напишет твое резюме, но когда ты пойдешь на интервью, и тебя будут спрашивать по резюме, ну это просто какой-то пиздец будет. Тебе тяжело будет использовать этот текст. Английский такой, корпоративный, американский, крайне специфический. Если ты никогда не работал в американской корпорации или какой-нибудь компании 200-300 человек, ты просто таких слов не знаешь банально. Еще мне кажется, что там будет много воды, потому что ты не будешь рассказывать этому человеку детали, и там будет много вот каких-то бесполезных слов. Да. Поэтому, Наташа есть, можете у нее спросить. Ага. Что получилось? Я устроился на работу за 15 минут. В смысле, интервью было 15 минут? В смысле, по сути, интервью было 15... Было 2 этапа интервью, или 3 этапа с контракторской компанией и с моим хайринг-менеджером, чувака, который меня нанял, я 15 минут с ним поговорил, где я задавал ему вопросы, а он отвечал. Он мне сказал, у тебя хорошие вопросы, берем. Что означает, что это не значит, что крутое, это означает, что и работа была, соответственно, не супер ахти какая. Проект-менеджером я работаю сейчас в Samsung, контрактором, соответственно, работа тоже соответствующая. Это не работа L7 в Амазоне или L6 в Амазоне. Я L6. Наташа L6. И это скорее какой-нибудь L4, L5 в Амазоне. Вот, примерно такого. Не моего уровня работа, я выше уровня. Но я думал, что работа это на полгода, а потом я найду новую.
А потом я понял, когда начал искать работу, я искал достаточно долго, я понял, что я заваливаюсь на последнем этапе интервью. Заваливаюсь я на панельном интервью. Мгм. И не на всем панельном интервью, а на конкретном этапе панельного интервью. М. Как я понимаю, на этапе хард-скиллов я заваливаюсь. М. У меня недостаточно хард-скиллов для той позиции, на которую я хотел. А какие hard-скиллы у project менеджера, кстати? Честно, я думаю, что, в принципе, мой опыт работы 8-летний, который у меня вот в резюме 8-летний, подразумевает наличие большей глубины работы с чем бы то ни было. Мгм. Окей. В американской компании, если ты М, понимаешь, о чем Да, я. я понимаю. Просто exposure к разным инструментам. Мгм, мгм. Понимаешь? Да. Вот. Вот, кстати, да, я И хотела остановиться на этом, потому что Юра что сделал? Вот этот гэп, который у него был, он весь заполнил работой и работой, связанной с project менеджментом, наврал. что было как бы вроде как резонно, потому что он все это время менеджерил свои собственные проекты. Но при этом это привело к тому, что у Юры в резюме 8 лет работы project менеджера. И люди ждут от человека, у которого 8 лет работы project менеджера, более высокого уровня глубины, как он сказал. И поэтому, да, мне кажется, что в таком случае важно уменьшать свой опыт работы. То есть, если у вас очень долгий опыт работы, но вы понимаете, что конкретно такого физического опыта, который можно пощупать, вы получили меньше, то, наверное, имеет смысл писать меньше опыта работы в резюме, чем есть на самом Я деле. работал в Agile. Мгм. Работал в 2 компаниях в Agile. Мгм. С одним кавиатом, так сказать, с одной оговорочкой. Канбан был в 2014 году, а перестал работать в Agile, как таковом, вот прям классическом Agile с скрамом, я перестал работать в 2017 году. А Мгм. работу искал в 2021. То есть 4 года я не работал в Agile. И в Agile работал в сеттинге маленькой команды. Я работал не с крайне, а просто в Agile с 3 людьми, это не считается. Масштабы не те. Мгм. Поэтому, когда я перехожу на интервью, где команда там из 30 человек, в моей команде там 5-6 до 10 человек, да, и это все профессионалы. Все профессионалы, которые в Agile там 15-10 лет минимум. Мгм. Компания уже устоявшаяся, все, да, и их устраивает, и я 8 лет, да, то есть я говорил, что я 4 года из них последних работал в Agile, но я банально, блядь, не помню какие-то вещи, я освежил в памяти, да, но именно примеры, они не те, не того масштаба, не того уровня. Да. Мне по-хорошему бы пойти на курсы Agile, пойти в bootcamp и вот с командой там сделать какой-нибудь проект. Да. Вот это да. И этот проект, кстати, можно будет записать в резюме. Но я ленивая манда, во-первых, Мгм. на тот момент я этого не понимал. Сейчас я понимаю. Ну, тогда я не понимал, что нужно для этого сделать. Сейчас у меня есть план для этого. Да? Окей. Ну, то есть разные планы, как можно mitigate, ну, в смысле избавиться от этой проблемы, решить ее. На тот момент я не понимал. Сейчас вот поработав в американской Samsung, южнокорейской, американской компании, посмотрев на все это, я могу сделать выводы, что мне нужно сделать. И да. Я поняла. Вот. Окей. Ну, Ну, и сейчас я добью, как бы это. Важно еще структурный подход к пониманию того, что тебе не хватает. Когда совершаешь ошибку, ты не долбишься в стену. Чем раньше ты становишься от долбежки в стену башкой и начинаешь reevaluate свой подход, это значит, что после каждой ошибки, после каждого и нахуй тебе нужно менять что-то. Просто после, когда у тебя накопилось, ну, reasonable, достаточно весомое количество иди нахуй, ты такой, подожди, ну это какая-то, что-то здесь не так, нужно что-то менять. Это как, типа, я смотрел на Reddit, чувак, у него было 45 тысяч свайпов, а конечных встреч, которые вот свиданка, 2. И ни с кем он не потрахался в итоге. А он искал, это типа, про Тиндер? да, Ага. что-то 40 тысяч свайпов. А Неужто свайп это типа он М, нравился людям, но он- никто не хотел с ним встречаться после этого. ему нравились, Да. а свайп-бэк, то есть там какой-то минимальный был. у Он его свайпал. я поняла. Я Он думала, про- 40 тысяч человек его свайпнули, но никто Он, не походу, захотел вообще с ним всех, блядь, общаться. женщин в стране отсвайпал, и мужчин, я не Я знаю, как там поняла. было. Я поняла. Ну, то есть, Ну типа, да, и это он, типа, аналог, говорит, вот, типа, он рассылания он там. сделал очень красивый график.
блок-схему, что вот воронку, в смысле, фановую сделал. Ага. Первое, что человек посмотрит, ты на первых 200-300 не пробовал свой подход поменять? Может, у тебя там фотография уебищная или еще что-нибудь? Или Да. описание. Я люблю в жопу ногу совать. Всем на первом свидании. Сразу сходу. Очень люблю фуд-фистинг, типа, и что? Ну, то есть, вот то же самое. Чем раньше, когда у тебя накопилось, значительное количество данных входных, ты должен так, ну, что-то не получается. Здесь я в стену уперся, нужно менять. Либо рынок, просто анализировать. Рынок застыл. Hiring freeze везде. Никто не хочет меня нанимать. Сейчас еще какая-то штука. Значит, нужно подождать. Ты не нужно себя изматывать сейчас, например. Не подожди месяцок, 2 месяца, пока все отморозится, чтобы заново подавать. А ты подаешь, ты себя изматываешь. Потому что ты каждый день плаешься, а никакого отклика нет, это изматывает. Ну, то есть, более структурный подход к поиску работы нужно, более взвешенный, то есть взрослый, я не знаю. Нет, это очень интересная тема. Я хотела бы добавить, что на самом деле еще проблема в том, что фидбэк тебе редко вообще кто дает. То есть они тебе будут просто отказывать. Максимум, да. И, допустим, если там после интервью им не понравилось, они просто в лучшем случае напишут отказ, в худшем случае ничего не напишут. И да, получается, что здесь анализировать это нужно как-то самому, либо спрашивать у кого-то совета. То есть там, если не откликаются на резюме, скидывать резюме там на прочтение каким-то людям, которые в этом разбираются, либо некоммерческим организациям, либо просто друзьям или и так далее. Если интервью плохо проходится, то там скидывать свои примеры, которые там ты рассказываешь, тоже кому-то на внешнюю оценку, кому-то, кто может там честно дать фидбэк, потому что да, от рынка очень сложно получить фидбэк. Ну, то есть, как бы, вот мой фидбэк от рынка. Я прошел панельное интервью. Ну, я прошел несколько этапов до этого и панельное интервью. На все ушло 10 часов. Угу. Наверное, да, примерно. Потому что панельное HR, интервью будет 5 часов. HR, hiring manager, еще раз HR. Еще раз HR. Да, чтобы поговорить, что будет на панельном интервью. Ну да. Ознакомить меня. Но это не интервью, это просто такое. Это отнимает время. Это отнимает время, это да. Ты не можешь, пошла нахуй, я все это без тебя знаю. Давай, до свидания. Нет, ты должен, здравствуйте, конечно, да, расскажите мне, что будет на панельном интервью, очень интересно. И вопрос вам задам. Ты же не можешь сказать, я знаю, иди нахуй отсюда. Не, можешь конечно, теоретически, просто нет, тебе можешь, самому желательно послушать. Просто, вдруг что там Фильди Перца будет, почему Да. ты не готов. Да. Не можешь ты ее послать. Не можешь. Окей, Она не говорит, можешь. такой процесс и такой, а мне похуй. Ну и ты не можешь так сделать. Вот, это отнимает время. Ты на работе, среди рабочего дня. Они не будут для тебя проводить интервью в 7 часов вечера. Тебе нужно сказать, босс, я пошел к врачу, вот, буду через час. А сам пошел, не знаю, куда-нибудь поговорить с HR. Это неприятно. Ты должен врать боссу своему. Опять. Такова жизнь. Такова жизнь, да. Вот. Кругом сплошная ложь. Ну и вот, и потом было 6 часов интервью, 5 панельных и 1 час перерыва. Итого 6. Да. Плюс-минус. Вот, может 30 минут перерыва, неважно. Вот. И я этот день не работал. То есть я взял выходной, потому что я не могу работать, когда у меня 6 часов занято интервью. Вот. То есть выходной брать. Вот. А я контрактор, соответственно, мне за день не заплатили. Потому что контракторство – это какое-то анальное рабство в Америке. Вот. И в плане условий. Не будем об этом. Отдельно можно рассказать. Я его прошел. Да, мне показалось, что какие-то моменты были слабые. И этот момент был связан с тем, что компания, она производила hardware и software. И integration. Software, hardware. Вот. И они мне говорят, ты работал hardware на начальном этапе собеседования? Я говорю, нет, никогда с hardware не работал, к сожалению. Вот. Они такие, ну и ладно, забей, не нужно. На панельном интервью. Ты работал подожди, это тебе HR сказал или hiring manager? Оба. Оба, окей. Оба, блядь. Оба. Очень важно. Если HR просто долбоеб. Ну да. Забыл. Или не понял. Hiring manager сказал, что хардвер не обязательно работать. Потому что работа не связана с хардвер. Я прошел на панельном интервью, мне спрашивали, работали ли когда-нибудь с хардвера? Такой, нет. Ну и вроде как я слышал, что как мне и не нужно. У меня есть другой опыт, релевантный к тому, что написано в job description, о чем я разговаривал с hiring менеджером. Могу о нем рассказать? Расскажи. Рассказал. Да? Все прошло. Приходит мне отказ.
звонит мне после этого одновременно с письмом HR. Говорит, официальная причина, что у вас нет опыта работы с хардвер. Что, блядь, это означает? Не, ну звучит совершенно по-идиотски. То ли просто они не хотят мне реальную причину говорить, а я проебался в чем-то скорее, другом, да? Ну, что мне с этим фидбэком делать? Либо они нашли чувака, который действительно работал с хардвер, а у них компания профильная, хардвер, да, и типа их устраивает то, что этот чувак и там работал, и это отлично можно его на тот проект перетащить. То есть он просто более версатайл, да? То ли я какую-то другую хуйню сморозил, который red flag для них был. И я не знаю никогда. А эта компания достаточно одна из самых прозрачных, которая мне хотя бы хоть что-то сказала. Сказали мне всего лишь 2 или 3 компании в отказе. А это одна из них. То есть информация абсолютно бесполезная. Она не абсолютно. На 80%, на 90% бесполезная. А это которые сказали о чем-то. Вот. Логично. Ну хорошо, спасибо большое за это интервью. Расскажи напоследок нам про то, где ты сейчас, к чему ты стремишься. Я в Сиэтле. Нет, в профессиональном плане. Что ты сейчас делаешь? Как ты себя чувствуешь с этим всем? Расскажи про свою жизнь. Доволен ли ты ей? Да. Доволен. Доволен. Чем ты доволен? Шляпу видел мою? Шляпа отличная. Охуенная шляпа, да, вот доволен. Рубашку видела? Грибы вон везде. Охуенная. Вот. Я сейчас работаю все там же. Вот. И постепенно прихожу... Ну, проблема в чем этой работы? Абсолютно тупик профессиональный. Плюс контрактором не full-time. И внутри компании заморожено movement в этот момент, потому что у них там перераспределение бюджетов. Практически никого не нанимает, и ротация внутри минимальная практически. Вот. Это, конечно же, пройдет, просто сейчас, грубо говоря. Мне не нравится. Одно из плюсов, которое раньше было минусом, между прочим, в моей жизни, и было значительно минусом, но сейчас это плюс. То, что я работаю мало, и мне за это платят нормальные деньги, за то, что я мало работаю. Ну, в смысле, ты не работаешь целый рабочий день? Я не работаю целый рабочий день. У меня не нормированный рабочий день. Я могу и 12 часов ночи работать, потому что я работаю с Индией и Кореей. Но при этом я могу и в течение дня ничего не делать вообще. То есть я могу поработать 2 часа, час и больше нихуя не делать. Но в отличие от того, что раньше меня высаживало это, делало грустным, да, сейчас я занимаюсь развитием хард-скиллов, новых навыков. Я играю на гитаре, занимаюсь творчеством. Я посреди рабочего дня могу поехать записывать музыку своему продюсеру, учителю по вокальному пению на 4-5 часов, ушиться просто. И не брать телефон, компьютер дома, вообще похер на него. Вот. Я могу писать книгу, могу заниматься спортом, заниматься здоровьем, могу дела по дому делать. То есть я свободен. То, чтобы делать другие свои вещи. Я благодаря этой работе, можно сказать, она оплатила мне мою будущую карьеру музыканта, куда я сейчас стремлюсь, где я хочу развиваться, где я хочу быть, по сути. Эта работа заплатила за мое будущее. Потому что вот можно парировать, конечно, ты можешь пойти работать в Amazon, развиваться, и там тоже есть команда, где ты можешь много шароебиться, что валидно. Ну, через какое-то время. Поначалу полгодика где-то ты поработаешь так конкретно, чтобы влиться, а потом, и примерно вот сейчас я к этому готов, созрел, что могу двигаться дальше. То есть, если я сейчас записываю свой первый альбом, Extended Play, если быть точным, это 3 песни, вот, концептуальный альбом, короткий, маленький, из 3 песен, и буду заниматься его дистрибуцией. И, соответственно, когда я его закончу, я подумал о том, что вот действительно сейчас я извлек все из этой своей текущего положения, я готов двигаться дальше, устраиваться на новую работу, хотя я не хочу работать проект-менеджером, как я и не хотел работать им, когда расстроился геймдизайнером, мне было приятнее все-таки именно исполнительным быть, чем руководителем, потому что меньше нервозности. Я считаю, что одна из главных вещей, за которые тебе платят, как львиная часть зарплаты, это ответственность. Это в проект-менеджменте. Проект-менеджера. Ты человек, с которого спрашивают. Ты человек, который должен решать проблемы. И ты ответственный за проект. Если он проебывается, ты просто не спишь, ты нервничаешь. Ну, потому что если забиваешь хуй,
методично на решение проблем, если ты не думаешь об их решении и просто типа открываешь ноутбук, то у тебя рано или поздно накопится количество нерешенных задач, и которые сейчас может не аукнуться, а аукнуться тебе через месяц. И потом у тебя вообще будет беспробудно 12 часов работы в день, когда ты в жопе полной, даже пожрать не успеваешь. Вот. Если ты просто не будешь консистентно думать наперед и ответственно подходить к решению твоих текущих задач. Я на себе это убедился. Я один раз допустил, вот я знал, что нужно что-то делать, я не хочу, я этого не делал, я не привлекал других людей, и получилось так, что потом я на неделю себе усложнил жизнь. Маленькая проблема на неделю, но вот пример. Я не люблю так. Мне мой этот OCD, который у меня нет, я проверялся с психиатром. Вот, у меня его нет. Но он мне не позволяет. Такое жалкое подобие OCD мне не позволяет забить хуй. Я ответственный человек. Не, ну да, Вот. это правда. Это правда, ты очень ответственный и тревожный в этом плане. Да, и вообще, что вот поменялось? Я много занимался рефлексией, саморефлексией, и принятием того, какой я есть человек, изменением чего-то во мне, что мне не нравится. Ну, то есть много психотерапии, сам психотерапии, там, с психотерапевтом в том числе, помогает. И мои родители говорят, что я ебанутый. Типа, Это успех. Ну, типа, из разряда то, что нахуя ты к этим костоправым, мозгоправым ходишь? Типа, Ага. зачем? Типа, ты что, у тебя беды с башкой? Я говорю, ну да, беды с башкой, да. Но нет, я считаю, что вот образование – это отличная инвестиция. Мгм. И психотерапия – это отличная инвестиция. И покупка недвижимости. Но мы не будем говорить именно в себя инвестиция. Вот. Чем раньше ты получать будешь навыки, которые тебе нравятся и которые ты хочешь использовать, и чем раньше ты научишься софт-скиллам, в принципе, которые по жизни важны не только проект-менеджерам, но и в семье, везде вообще, с окружением. Чем раньше ты пройдешь этот этап, тем проще тебе будет потом по жизни. И тем меньше ты ошибок будешь совершать. Потому что я смотрю нашу Наташу жизнь, и иногда я частенько бываю недоволен, что я что-то не так делаю. Но я меняюсь, я не стою на месте, и я смотрю на людей вокруг себя, которые постоянно жалуются, что я хочу сделать то, сделать то, сделать то, и нихуя не делают, они просто жалуются. И все мы не без греха, я тоже, блядь, жалуюсь. Да и Наташа тоже иногда жалуется и не делает какие-то вещи. Но именно уровень success rate, это, господи, уровень успеха. Уровень успешности. Уровень да. успешности у нас выше с Наташей, потому что Процент успешности. процент выполнения задач, о которых мы ноем, он выше, чем у других людей, которых я знаю. Не у всех. Есть люди, которые супер, капец, вот они прям целенаправленно ведут свои цели, меньше слакают и больше ебашат, но именно по довольности недурно выходит тот подход, который мы с Наташей имеем. Вообще, кстати, если будет интересно зрителям, я бы с тобой еще поговорила о наших отношениях в другом видео отдельно. На OnlyFans. Так что пишите, если будет интересно. Да? Возвращаясь к кем я хочу, чем я вижу себя через 5 лет, типа классический вопрос на интервью, вижу себя на сцене с гитарой и бандой. Что это было? Ну, это мило. Это вот мило. В смысле, я очень хотела бы, чтобы так и было. Будешь жена рокер-боя? Вот, да, я вижу себя в зрительном зале. Вот. Мне кажется, что действительно у тебя крутое творчество, во-первых, само по себе. Во-вторых, вот за эти 3 года, как ты развиваешь свою музыку, я вижу прогресс, который идет скачками. И вот сейчас очередной скачок, когда ты начал записываться. И мне кажется, что получается, это прям твой самый первый альбом, самая первая запись, но мне кажется, что выходит недурно. Ну да, то есть я впервые взял в руки гитару, мне ее подарили в 2019 году, а в руки я ее взял в 2020. Мы тебе подарили в 2011, что ли, или 2010. Хорошо, подарили самую первую гитару подарили давным-давно, там, лет 15 назад. Но именно вот гитару, когда я задумывался о том, что она пролежала где-то год без ничего, и потом я только в руки ее взял, а потом уже все. И, наверное, один из самых приятных комплиментов, которые мне делали в жизни, это люди, когда люди говорят, ты что, типа, только недавно начал играть? Я говорю, ну, там, 2,5-3 года назад. То есть люди не верят.
Вот, и мне кажется, это довольно приятный комплимент. Один из самых приятных комплиментов. Вот. Я согласна. Вот, так что я, типа, говорю, что никогда не поздно начать играть на музыкальных инструментах, развивать новые скиллы и менять свою жизнь. Вот. Наверное, это звучит слишком круто, учитывая, какая у меня прекрасная жена, поддерживающая. Если у меня, например, была ебаная жена, которая говорила: ты что, долбоеб, ну-ка иди работай на вторую работу, у тебя дохуя времени, пиздуй-ка ты Убером, ну, там, не знаю, или там Uber Eats, или Убером, или, ну, типа, не знаю, там, иди там, зарабатывай бабки, и мне нужна новая шуба-петух. Вот, я таких людей потому что знаю, которые сталкиваются с такими проблемами. Вот, и это довольно хуево, но... Ну вот и минутка выебонов. У меня классная жена. Ну, жена у тебя тоже, кстати, не всегда была такой классной, вот, поэтому я хотела бы с тобой отдельно поговорить про отношения, вот, но спасибо за комплимент, мне очень приятно. Не всегда была классная. Ну, она была молоденькая. Да. Вот. Ладно, спасибо Ну, тебе всё. большое, Юрка, это было прям очень классно, я надеюсь, что всем понравится. Если не понравится, то и да и хуй с вами. Собственно. Вот, в общем, пишите, если захотите еще видео с Юрой, мы с удовольствием их запишем, потому что, ну, как, наверное, очевидно, мы живем вместе, и это довольно легко сделать с этим конкретным человеком. У нас, на самом деле, куча всяких баек из нашей собственной жизни, поэтому, да, пишите в комментариях, задавайте вопросы, что бы вам хотелось узнать. А также, если вам что-то понравилось из истории Юры, тоже пишите об этом, пишите свои собственные истории. Мне будет интересно все почитать. Также подписывайтесь на этот канал, если вам понравилось. Не забывайте, что у меня есть аудиоподкаст «Сразу в президенты», где выходил первый сезон. На YouTube-канале вы можете увидеть только видео со второго сезона. И спасибо всем за внимание. Ставьте лайки. Пока-пока.